Стать стюардессой я никогда не мечтала, а вот заглянуть в кабину лайнера хотела очень давно. Но сегодня я попробую не просто заглянуть в кабину, а посадить в вертолет и целых 2 самолета, один из которых пассажирский. Это Ян Буян, и сегодня у нас необычный выпуск. Посмотрим, смогу ли я посадить самолет. Ой-ой-ой, плохо садимся, неровно садимся. Ну что, взлетаем. Это космос какой-то. Самолет, похоже, был детским лепетом. Как вы уже поняли, я сяду за штурвал не настоящих летающих машин, а специальных обучающих тренажеров. Именно на таких пилоты оттачивают свое мастерство. И начнем мы с Cessna 172. Этот самолет считают настоящим воздушным бестселлером. Чем знаменит этот американский самолет, поговорим чуть позже. А пока мой первый виртуальный полет. И совершу его я без чьей-либо помощи. С помощью этого тренажера можно пролететь от Внуково до Шереметьево, можно посадить Цесну на авианосец, а можно полетать над Нью-Йорком. Я, как человек, который хочет себя проверить, отказалась от инструктажа. Посмотрим, смогу ли я, не зная вообще для чего все эти кнопки, посадить самолет. Так, ладно, летим. О, да, давайте над Нью-Йорком пролетим побольше. Так. Выравниваем самолет. Я вижу, кстати, взлетную полосу. Вернее, в моем случае, посадочную полосу. Сейчас бочку сделаю. Ой, как голова закружилась. Так, вон взлетную вижу. Крылом самолета о чем-то поет. Очень интересное ощущение, вроде бы стоит на месте вот эта платформа, а у тебя голова кружится, как будто ты действительно летишь на самолете. Так, я хочу развернуться, почему я не разворачиваюсь? По-моему, мне нужен инструктор все-таки, чтобы посадить самолет. Ой-ой-ой, плохо садимся, неровно садимся. А как гасить? Как скорость гасить? Как остановиться здесь? А если я в Боинг врежусь, он взорвется? Хорошо. У меня отвалился винт, но я не разбила никакой Боинг. Ненадолго отвлечемся от виртуального полета и поговорим о настоящей большой авиации. Вы купили билет на самолет, потому что кто-то из авиакомпаний проанализировал наши с вами запросы в поисковой строке. Этот анализ позволил измерить потенциальный спрос на билеты и рассчитал цену, по которой выручка станет наибольшей. Учитывается все – загруженность неба самолетами, прогноз задержек рейсов из-за погоды и другие факторы. Словом, есть кто-то, кто делает наш полет комфортным, а компанию богаче, просто используя данные. Этот кто-то аналитик, причем компетенции этого человека не зависят от сферы. Он одинаково хорош в разработке мобильных игр, инвестициях или туризме. Да и самое приятное, большинство аналитиков работают удаленно. Согласитесь, самое то для людей, которые, как и я, любят путешествовать. Если хотите получить новую перспективную профессию аналитика данных, я рекомендую учиться в Skill Factory. Там совершенно исключительные преподаватели из МТС, Тинькофф, Озон.
Они преподают с самых основ, так что сложности не возникнет ни у кого. Все для того, чтобы вы поскорее освоили то, что необходимо для успешного трудоустройства. Сложна ли эта профессия? Нет, но и простой ее назвать трудно. Впрочем, я точно знаю, что с обучением у Skill Factory полный порядок. Там все очень понятно объясняют. Беспокоитесь, что не будете успевать? Очень зря. Вы можете проходить курс в своем темпе. Главное, выполняйте задания вовремя. Курс даже можно поставить на паузу, если, например, уезжаете в отпуск. К слову, на первых порах, уже во время обучения, вы сможете устроиться на работу начинающим специалистом и получать 70 тысяч рублей. А через года-два вполне сможете рассчитывать и на 130 тысяч рублей в месяц. С трудоустройством проблем не будет, с этим тоже помогут. Это, кстати, подтверждают многочисленные отзывы о курсах Skill Factory. Обязательно изучите их и дерзайте. Время менять жизнь к лучшему. От меня дополнительный стимул. Скорее переходите по ссылке под видео и используйте мой промокод БУЯН на скидку в 45%. Skill Factory – это прямой путь в перспективную и крайне востребованную IT-профессию. Посадить я, конечно, посадила, но вверх ногами, или вернее сказать, вверх шасси. Да, все-таки без инструктора компании VFly тут явно не обойтись. А теперь проведу вам нормальный инструктаж. Как вы уже поняли, самолет управляется штурвалом. Когда мы тянем на себя, летим вверх, толкаем от себя, летим вниз. Это я поняла. Вот, вправо-влево, соответственно, в воздухе. По скорости поняла. По скорости газ от себя разгоняемся, на себя замедляемся. Катапульта есть? Нет. Парашюта тоже. Черт. К сожалению, выбора немного, только сажать на землю. Моего инструктора зовут Альфия, и она коммерческий пилот. Планирует сдать все экзамены, чтобы летать на пассажирских лайнерах. А пока может позволить себе то, на что в реальной авиации табу. Например, повторить знаменитый полет Матиаса Руста. Это немецкий пилот-любитель, который именно на таком самолете совершил перелет из Гамбурга в Москву и приземлился прямо на Красной площади. Все это случилось более 30 лет назад. Матиасу тогда было 18 лет. И его, правда, тут же арестовали. Это просто его, так сказать, спецовка, летная форма. Ну и все, то есть сейчас держим тормоза, даем взлетный режим. Все, и отпускаем тормоза, ноги пятками на педали, пятками на полу. Когда взлетать? На 50. На 55, да, но мы сейчас должны уже набрать эту скорость до моста, соответственно. Все, уже можно плавненько подтягивать на себя. Все, и до моста мы спокойно оторвались. Вот, давайте уберем закрылки. Немножечко после уборки закрылки происходит просадка, это нормально, на всех самолетах так происходит. Вот, и можно здесь покрутить по центру, полетать, посмотреть. Вот она, уникальная возможность рассмотреть столицу с высоты птичьего полета. Ну и поговорить с Альфией о своем, о женском. Я имею в виду авиацию. Много женщин вообще в авиации? Вот, допустим, у нас в России, если не считать, конечно, стюардесс. На самом деле, конечно, с каждым годом девушек становится все больше, и намного больше лояльности в этом плане возрастает. То есть многие авиакомпании как бы... Ой, я сейчас врежусь. Так, давайте чуть-чуть на себя, добавим газ, вот сюда, вот так. Зато красиво-то как. Такое удовольствие себе только на тренажере можно позволить. Это точно. В авиации с каждым годом становится все больше девушек-пилотов, и авиакомпании берут девушек наравне с мужчинами, то есть абсолютно одинаковые требования к нам предъявляются. И если как бы девушка соответствует, то почему бы и нет? Потому что раньше, почему считалось, что авиация для мужчин, что управление самолетом было тяжелое механические занятия, да, это как ездить на «Жигули», грубо говоря. А сейчас самолеты становятся более легко управляемые, да. Особенно Airbus, по-моему, вообще весь на кнопках. Airbus, да, он на кнопках, и там сайд-стик, то есть он не нужно прилагать физически никаких усилий, поэтому девушка может справиться с этим спокойно. На Airbus мы сегодня еще полетаем, а пока испытаем на прочность Cessna 172. Это, кстати, самый массовый самолет в мире. В течение нескольких десятилетий с конвейера сошли свыше 40 тысяч штук. Можно чуть-чуть побуянить? Так, я похулиганить хочу. Какие есть? Вот я знаю, что есть бочка. Может быть, полететь можно вверх ногами? Смотрите, вот у нас наша моделька самолета. Бочка, это происходит, когда самолет делает вот так. Есть еще петля, когда самолет делает вот так.
Настоящий самолет Cessna не рассчитан на такие маневры. Запрещено их выполнять на настоящем самолете, но так как тренажер как бы может себе такое позволить, поэтому мы здесь можем сделать. Так, ну давайте сделаем сначала бочку. Давайте. Смотрите, то есть мы должны перевернуться вокруг продольной оси. Вот так. Мы сейчас, для этого нам помогут штурвал и педали. Давайте я буду отвечать за педали, а вы за штурвал. Чтобы... Да. Смотрите. Сейчас я все расскажу сначала, а потом будем делать. Резко штурвал вправо полностью. Когда мы будем вверх ногами, мы всю дорогу его держим в одном положении. То есть максимально, когда мы будем вверх ногами, мы его чуть-чуть дадим от себя. Просто вправо от себя? Да. Все. Вот. Все, давайте. Поехали. Вот, и сейчас вот так вот себя. Теперь вытягиваем. Так голова реально же кружится. Мало кто знает, но именно на таком самолете в 50-х годах прошлого века совершили самый продолжительный полет в мире. Он длился непрерывно более 2 месяцев. Это абсолютный рекорд. Они летели около 60 дней, заправлялись с земли, то есть они на очень низкой высоте летели, снизу ехал топливозаправщик, закидывал им шланг, и они заправлялись. То есть 2 пилота они провели наедине вот так вот вместе 60 дней, больше 2 месяцев там. У них вместо пассажирских сидений был дополнительный топливный бак. У них сломалось все, что можно было сломаться уже. Они все заменяли много раз. И, соответственно, для того, чтобы все-таки мировой рекорд был засчитан, для чистоты эксперимента им покрасили колеса белым цветом, для того, чтобы ночью они там случайно где-нибудь не смухлевали, да. Так, вот, садимся мы на Васильевский спуск, вот сюда. Что нужно делать? Вот. Перед посадкой мы гасим максимально скорость. Вот видите, у нас скорость падает. Мы выпустили максимально закрылки и плавненько подтягиваем на себя для того, чтобы самолету создать посадочное положение. Вот сейчас мы летим ровно. Все, и чуть-чуть держим штурвал на себя для того, чтобы произошло касание. Все, мы коснулись и притормаживаем. Немножко можно дать левую ножку для того, чтобы развернуться и не улететь в здание ГУМа. Вот, и притормаживаем. Верхняя часть педали — это тормоза, соответственно. Так. Мы немножко поехали на манежку. В разговоре у нас на это манежку все произошло. Поехали. Вот, а чтобы остановиться, то есть мы убираем газ полностью, притормаживаем, самолет останавливается, и мы ставим стояночный тормоз. Ага. Все, отлично. Итак, полет Матиаса Руста повторен практически один в один. С одной лишь разницей. Меня не арестовали за такое хулиганство. На очереди вертолет Ми-8. На вертолете я, конечно, вряд ли полечу снимать какой-нибудь ролик для своего travel-блога. Но чем черт не шутит? Мне кажется, любые навыки могут в какой-то момент оказаться очень кстати. А освоить этот поможет мне инструктор крупнейший в Москве по количеству авиатренажеров компании Синдрим. Егор, здравствуйте. С чего мы начнем? Говорят, удержать эту многотонную машину в воздухе, даже если речь о тренажере, та еще задача. Но я попробую. Мы на Корсике. Мы на Корсике. Что-то мне уже страшно. Он не кусается, не беспокойтесь. Самолет, похоже, был детским лепетом. Так, хорошо. Ручка. Ее мы с вами сейчас возьмем чуть на себя и вправо, дадим правую педальку и дадим чуть газку. Мы педаль всегда будем давать, если поднимаем или опускаем газ. Логика какая? Газ больше, педаль правая, газ меньше, педаль левая. Это делается для того, чтобы нас не вращало. Проверяем, что вокруг нас никого нет, что мы никому не мешаем. Потихонечку подтягиваем газ вверх, не так быстро. Дайте ему раскрутиться. Выжимаем правую педалечку и отрываем вертолет от земли. Поднимаем его на метр на другой. Придерживаем и балансируем. Расслабьте руку. Расслабила. Хорошо. Все, полетели вперед. Нет. А как лететь вперед? Для того, чтобы полететь вперед, нужно просто отклонить ручку от себя. Сейчас управляю я, и если вы чувствуете, что что-то ручку тянет куда-то в другую сторону, значит это я. Больше тут никого нет. Сейчас я вас довезу вот до этих прямоугольников, относительно которых вы сможете уже почувствовать управление. Учитывайте несколько факторов. У нас с вами вес 9600, вертолет не маленький. Это первое. Из-за веса у вас будет инерция. То есть он не сразу реагирует, он требует временно подумать. Это первое. И второе. Очень важное но. У нас классический вертолет, у которого винт крутится только лишь в одну сторону. Поэтому ручка влево против вращения винта.
работает хуже, чем ручка вправо по вращению винта. Педали то же самое. Влево хуже, вправо лучше. Чувствительность разная. Пробуйте. Вправо. Нормально, нормально. Смелее. Давайте ручку вправо. Наклонились вправо. Ручечку влево. 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 Наклонились влево. Хорошо. Ручку от себя на себя. На себя приподняли. От себя. Приотпустили. Не так резко. Подождем. Нормально. Вообще жесть. Это же круче, чем американские горки. Ну да, конечно, здесь интуитивно вообще не разберешься. Не вариант. Вообще не вариант. Поэтому, когда в фильмах вам показывают, что прибегают какие-то люди, садятся в вертолет и улетают, то они улетят максимум на бок. Ну вот. Я прочитала инструкцию, да? Ну да, я прочитал инструкцию и типа полетел. Нет, тут так не работает. А вы летаете в настоящем самолете? Да. Ой, в вертолете? Да. И на самолете тоже. И сколько полетов? Или это не считается как прыжки? Сколько полетов в часах считают? В часах считается? И сколько часов? 90. Это много? Плюс-минус. Ну, у курсантов летных училищ по 50 часов при выпуске из училища. То есть, как бы, да, нормально. Здесь мы, получается, не трогаем ничего. В данном случае у нас вертолет был запущен, поэтому мы здесь особо ничего не трогаем. Если ничего не случается внештатного, то мы с этим не работаем. Если что-то происходит, то мы начнем, естественно, там, тушиться, например. Вот у нас пожар-тушение система. Или, скажем, у нас двигатель встанет, можем перезапуститься в воздухе. То есть вот у нас запуск стартера и запуск двигателей, соответственно. А так это все используется большей части на земле. Навигация используется в воздухе, да, то есть. Но сейчас мы летаем визуально, поэтому нам тоже не нужно. Советско-российский Ми-8 тоже самый массовый в мире, но уже в своем вертолетном рейтинге. Используется и для гражданских, и для военных задач. Вон полоса, берите ее. Да. Отлично. Так можно же и в поле посадить или нет? Можно посадить вообще куда угодно. В любое место на карте, куда мы просто помещаемся по габаритам, у нас винт 25 метров, мы сядем. Вот мы с вами подходим к полосе, потихонечку начинаем тормозить. Для того, чтобы притормозить на вертолете, мы берем ручку чуть на себя, поднимаем нос. Тем самым мы винт ставим против потока воздуха, а газом мы делаем так, чтобы он не снижался и не набирал высоту. Придерживаем наш вертолет, смотрите внимательно в бок. Там будет очень хорошо видно наша скорость. То есть вы видите, что мы сейчас уже остановились вообще на одном месте. Вот мы висим. Поскольку вертолет у нас сейчас очень легкий, очень сильно воздействует подушка под винтом. То есть, вы видите, он не хочет садиться. То есть мы газ прибираем, а он садиться не хочет. Это все из-за того, что есть подушка. Касание. Повторное. Старое. Все? Да. Приземлились? Ничего не понятно, но очень интересно. Тема вертолета, кажется, не раскрыта, так что вылезать из кабины совсем не хочется. Давайте на корабль слетаем. Что? На кораблик слетаем, говорю. На корабль слетаем? Да, можно слетать на корабль. Но ощущение же, как будто ты действительно летишь сейчас вот возле этих ветряков. Ну, это благодаря тому, что мы используем профессиональный софт, профессиональную визуализацию. Она имеет глубину. То есть нет ощущения, что вот этот вот вентилятор находится от нас там в метре на экране нарисован. Есть ощущение глубины картинки. Да. Это потому, что здесь используется очень сложная система визуализации. Что, полетели вниз? Резко? Ну, так. Нормально. Я умом понимаю, что это все нереально, а сердцем, наверное, нет, потому что ощущение, хочется схватиться за что-то. Все, у меня закружилась голова. Держаться надо за что-нибудь, да? Поехали. Это круто, это круто. Реально никакие американские горки не сравнятся с этим.
Если вы думаете, что все это время я управляла вертолетом, то это не так. Я просто держалась за ручку управления и пыталась понять, как управлять этой махиной. Поэтому, внимание, смертельный номер. Прямо сейчас на вертолете Ми-8 я попытаюсь взлететь сама. Для начала вам необходимо, давая потихонечку газ, выжимать правую педальку, ручку на себя и вправо. То есть это все надо делать по чуть-чуть и постепенно. Ай, куда лечу, куда лечу? Куда лечу? Самолет, 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 самолет! Ну, примерно так это и происходит. По-моему, мы прилетели. Да. Это, конечно, какой-то восторг. Тут как будто все по-настоящему. Кабина, приборы управления, реалистичная графика. От этого какие-то невероятные ощущения, особенно когда удерживаешь самолет в воздухе. У меня уж мурашки по коже. Но теперь мне предстоит самое сложное. Мне предстоит посадить пассажирский самолет. И сделаю я это в Австрии. Особенно приятно в условиях закрытых границ. Airbus A320 – самый популярный во всем мире пассажирский лайнер. И вот как выглядит его кабина изнутри. Здесь какое-то немыслимое количество приборов, это космос какой-то. Как пилоты запоминают, какая кнопка за что отвечает, я ума не приложу. Но попробую разобраться. Экипаж пришел в кабину. Включаем сразу вот этот с вами вот этот тумблерчик. Навигационные огни включайте. Туда. Сюда. Ага, вот туда. Все? Нет, пока один только. У нас навигационные огонечки загорелись, все, кто рядом, понимают, экипаж готовится, и нам здесь ночью свободное пространство расчищаем. Ведут уже пассажиров нам. Вот, не курить им. Не курить? Да. Вот. Курить нельзя, пока в том числе электронные сигареты. Все их сердечных рассаживают, но мы сейчас с вами должны быстренько тут ему в мозг дать некоторую информацию. Ну, во-первых, кто мы? Пускай мы будем 1, 2, 3 аэрофлотовский рейс. В принципе, тут можно обозваться как хотите. Полетим мы с вами из Инсбурга, он у нас по международной квалификации ИКАО в Лови. Летим с вами в Зальцбург, он ЛОПС по международной квалификации ИКАО, как УУДД, УУЕ. Так, подтверждаем. Под руководством опытного пилота нажимаю на какие-то кнопки, прошу экипаж проверить, закрыты ли все двери, а пассажиров пристегнуть ремни. Запускаю двигатели. Волнительно. Вот смотрите, сейчас он у нас поедет, вот с места сдвинулся. Вот он поехал. Вот начинайте вправо поворачивать его. Вот, видите, вправо. Как здорово! Вот сейчас немножко разгон взяли, чтобы там никого не жуть, газы убираем. Вот, все, выруливаем с вами на рулежку, и по этой рулежке едем вот до конца. Запрашиваем с вами разрешение на взлет. Вот. Ручку управления сантиметра на 3 вперед отклоняйте. Газ дожимаем полностью до упора. Давайте до конца. Вот. Все, обороты пошли. Отпускаем тормоза. Поехали. Все, взлетаем. Вот, пока направление сохраняем вот педальками, тормозом пока. Ну, пока мы нормально вроде бежим. Чуть-чуть вот левой немножечко. Раз. Вот теперь у нас руль направления эффективен. Пяточки в пол, носки на педальках остаются. Все, поехали. Бежим. А при какой скорости мы взлетаем? 135. Вот уже 135. Подходит. Ну что, взлетаем. Поднимайте на себя. Носик. Еще немножечко. Оп, замерли. Больше не тянем, сохраняем это положение. Расстояние полета небольшое. Вылетели мы из Инсбрука, а приземлиться планируем в Зальцбурге. Между ними каких-то 140 километров. А если включить автопилот, он просто все эти движения будет сам делать. И вам сейчас скажу так, что на этих самолетах сейчас нормальный полет, это не как мы сейчас с вами летим, а на автопилоте. То есть на руках сейчас вообще практически не летают. Требования многих авиакомпаний, практически весь полет выполняется на автопилоте. А ряд других уже, и чтобы и посадка выполнялась в режиме автопилота. Красивая Австрия. Вот эта стрелочка, видите, да? Угу. Это у нас режим начала снижения. То есть откуда мы подойдем и уже начнем самолет переводить на снижение. Вот первая точка у нас, которая на снижение, 7000. Вот мы его будем
сначала снижать до 7000. Вот это он ругается на нас из-за того, что мы не выдерживаем немножечко высоту. В данном случае 600 футов перебрали. Надо будет снизиться немножко, Вот, да? вот потихонечку. Накручивайте здесь ему 7000. Чтобы он не ругался? Нет, это что мы снижаться туда будем до 7000. А, здесь 7000. Да. А как же кормить пассажиров? Ну, здесь короткое расстояние, мы даже ремни им не стали расстегивать. Пусть сидят. Пусть сидят прикованные. А так вот, кнопочку. Вызвали, да? Ой, я так люблю этот звук. Вызвали. Ответственный момент. Заходим на посадку. Что ругаемся? А подходим, предупредил. А, 7500. то, что к 7. 7500, да. И вот, смотрите, планочка вверх пошла, начинаете поднимать носик на горизонт, тяните, а то низко не будем, уже низко, 6800 у нас уже. Ругается, видите, что мы низко, вот если посмотрите, горы у нас буквально под крылом. Ой, ругайся, не ругайся, сейчас все будет хорошо. Сейчас все будет хорошо. И вот пока вот сохраняем с вами, вот видите, там дальнейшее. 7, да, сохраняем. Да, вот 7 пока. Угу. 7000 сохраняем. А сейчас еще ругаемся. А сейчас уже немножко выше мы идем, 7300. Так мы еще не подошли. Спускаемся потихоньку. Ну, у нас уже было 7-то, а потом немножко вверх пошли. Нет, вот 7 сейчас. Но мы немножко раньше заняли. Умная машина. Так, выпускаем закрылочки, второе положение. Шасси выпускаем. Немножко отжали. Вот так. И накручивайте ему сейчас 4000 здесь. 4. Закрылочки выпускаем полностью. Включаем посадочные фары. Вот, докладываем, что мы на посадочной прямой. Уважаемые пассажиры, держитесь там. Держитесь там. Все боятся, я боюсь. Пассажиры там не знают, что их ожидает. Начинаете выравнивать на себя ручку, еще на себя, еще. Малый газ. Задержали ее, задержали. Вот он пошел приближаться. Чуть-чуть на себя, оп, и задержали. Сели. Вот носик опускается, реверс. Вот эти поднимаем флажки до конца. И вот так, оп, все, бежит. Тормоз. Вот, ножки на педальке. Вот он у нас вот тормозит. Все, с реверса снимаем его. Вот. Но сюда уже мы не успеваем. В следующую рулежку туда прокатимся и туда вот вправо будем с вами сруливать. Стоп. Педалечки, оп. Так. А вот теперь аплодисмент. Вот. Ну, приехали. Вот. В принципе, двигатели больше нам не нужны, да? Да. Включаем. Поднимайте и в положение off. Оба. Второе тоже. В общем, увидите меня на борту Airbus A320, можете быть спокойны. В случае чего смогу сама посадить самолет. Хотя лучше пусть это делают профессиональные пилоты. Ну что, друзья, эмоции непередаваемые. Я посадила самолет. И сделала это хоть и с трудом, но все равно без серьезных происшествий. Нельзя же рисковать, когда за спиной 150 пассажиров, пусть и воображаемых. На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, следите за мной в Инстаграме, там тоже много интересного. А мне пора в аэропорт. Сяду уже в настоящий лайнер в кресло пассажира. Лечу снимать для вас новые видео. Они, кстати, выходят каждую неделю. Увидимся! Thank you.